Техническое обслуживание и ремонт передней подвески. Что это такое? Зачем это нужно знать? Эти и многие другие вопросы я постараюсь раскрыть в сегодняшнем видео. И всем привет! Проверка технического состояния. Техническое состояние элементов подвески производится при проявлении признаков или в профилактических целях при техническом обслуживании ТО. Ремонт включает в себя проверку технического состояния элементов, ее разборку, замену или ремонт изношенных деталей, сборку и регулировку углов установки колес. Проверка технического состояния заключается в осмотре ее элементов на наличие повреждений, а именно деформации, трещин, износа, проверки креплений и их подтяжки, в проверке шаровых опор, стоек и амортизаторов и в проверке установки колес. Осмотр элементов производится снизу автомобиля, используя подъемники или смотровую яму. Проверка шарового шарнира производится при вывешенном и снятом колесе, при покачивании ступицы в вертикальной плоскости. Если расстояние между нижним рычагом и защитным кожухом изменяется больше, чем на 0,8 мм, это свидетельствует об изменении шарового шарнира, который нужно заменить. Проверка технического состояния верхней опоры телескопической стойки определяется по величине зазора между верхней опорой стойки и ограничителем в нагруженном состоянии автомобиля. Величина зазора больше 10 мм говорит об износе опоры. Осадка пружин производится на горизонтальной площадке при нагруженном автомобиле. Измеряют расстояние от поверхности площадки до пересечения балки. Одновременно здесь же можно определить неравномерность осадки пружин и измерение расстояния от поверхности площадки левой и правой фары. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме, и не только по конкретной теме, там техническое обслуживание, может у вас еще какие-то интересные есть вопросы, давайте разберем, я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему, если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все, всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!